Когда страна, с которой ты связан всем сердцем, утопает в крови, об этом невозможно ни думать, ни рассуждать. Слова как будто хотят умереть, еще не родившись. Но я попробую все-таки высказать то, что мне кажется важным. Напав на Украину, Россия хочет не только уничтожить ее как государство. Она хочет растоптать украинский народ. Это очевидный факт, он не требует дополнений. В одном только Мариуполе погибло более 5000 мирных жителей. Людей хоронят прямо во дворах между разрушенных многоэтажек. Тела слегка присыпают землей и ставят на холмик маленькую картонную табличку с именем или крестик. Детские площадки превратились в кладбище. Российские военные ставят растяжки, минные растяжки на гражданские объекты. Они начиняют взрывчаткой тела убитых людей с тем, чтобы родственники, которые будут их забирать, получили свою порцию смерти. Русский мир, которым бредит президент Российской Федерации, идею которого так легко и вдохновенно подхватило большинство моих соотечественников, подавляющее большинство. Этот мир наконец-то явил всему остальному миру свое лицо, точнее, свой скотский лик, и заодно определил сам себя в названии, по крайней мере для меня, как четвертый русский православный рейх. Всем, кому не нравится это название, я советую обратиться к статье в Википедии или энциклопедии под названием «Фашизм», ознакомиться там с его признаками, о которых Умберто Эко писал, что если совпадают хотя бы половина из них, с уверенностью можно говорить о фашизме. По отношению же к современной России они совпадают все. Я хотел бы обратиться к своим соотечественникам, к так называемому большинству так называемой великой страны. Тому самому большинству, которое бьет себя кулаками в грудь, с клёкотом можем повторить. Той самой великой страны, которая так гордится своей победой над фашизмом, что устраивает по случаю этого ежегодные вакханалии. Я хотел бы задать один вопрос. Вы действительно верите в то, что вы великий народ? Даже когда смотрите на себя в зеркало, даже когда осматриваетесь по сторонам, даже при всем знании вашей жизни и тех очевидных, ужасающих фактах о себе, которые вы всегда легко можете вычитать со страниц ваших любимых книг или найти на страницах интернета одним маленьким нажатием небольшой клавиши. При том, что смыслом вашей жизни уже давно стала тоска по стране, которая уже 30 лет, блядь, как не существует на свете. При том, что в вас самих нет ни малейшего стремления и желания к созиданию, а только одна лишь ненависть и бесконечное презрение ко всему, что хоть чем-то, хоть в чем-то, в самую малость, но лучше вашего. Я очень жалею, что вы не можете услышать разговоры русских солдат, звонящих с линии фронта своим женам и матерям. Вам просто никогда не дадут это услышать. Но если бы вдруг каким-то чудом вам это удалось, и вы бы услышали то, как и о чем
они разговаривают, вы бы ужаснулись. Ваше великое культурное наследие, которым вы так гордитесь, завещанное вам великими прадедами, неужели оно имеет какое-то значение для вас? Неужели оно помогает вам в вашей жизни? Нет. Вы уже давно разбазарили его и благополучно просрали. Саму память о ваших дедах и прадедах, безвинно убиенных, вы так стараетесь растоптать в себе. Вам это никак не удается, и вы злитесь, и вы выкапываете ваших дедов и прадедов из могил, чтобы в очередной раз их предать, расстрелять, уничтожить и закопать обратно. А людей, которые смотрят на это со стороны, в полном ахуе и в отчаянии от бессилия что-либо изменить в этой стране, вы называете мошенниками, национал-предателями, клепаете на них пожизненные тюремные сроки, угрожаете выстрелами в спину из-за угла или бейсбольными битами, пущенными в ход прямо по месту жительства. А ваши православные духовные отцы, дети тех самых безвинно убиенных, объявляют убийство святым, богоугодным делом и гарантируют вам отпущение грехов. А вам не стыдно? А вам не страшно? Россия будет наказана. Будет наказан весь русский народ за то, что он развязал эту бессмысленную, бесстыжую, бессовестную войну в стране мирной, ничем никому не угрожающей. Единственный грех, который только в том, что люди ее хотят жить так, как они хотят. За то, что вы развязали кровавую бойню в стране, которую еще совсем недавно, еще только вчера называли братской. Не будет вам прощения за это, ребята, никогда. Ваш русский рейх закончит так же, как и все предыдущие до него. Это закон природы, вы не можете его отменить, потому что сила, как вы любите повторять вслед за вашим любимым киногероем, сила в правде, а правда не на вашей стороне. Об этом вам уже сейчас говорит весь украинский народ. Он доказывает это в эту самую минуту. Весь объединившийся украинский народ, объединившийся против вас в своей священной, героической борьбе с вашей ложью, с вашей грязью, с вашим русским миром. А Украина? Слышите, Никита Сергеевич, вот пришлось даже обратиться к вам, продавшему себя за 30 серебряников и отрекшемуся от своих фильмов ради жалкого благополучия. Ваши биологические гуси уже полетели к вам. Украина, оболганная вами, залитая грязью ваших пропагандистских ртов, залитая кровью ни в чем не повинных людей, восстанет из руин краше прежнего, светлая, прекрасная и свободная. Я слышу, как на разных концах земли раздается «Слава Украине! Героям слава!» Я знаю, что с этими словами люди будут встречать друг друга, обниматься и плакать.
С этими словами люди будут дарить друг другу цветы. Этими словами люди будут воспитывать своих детей, чтобы они выросли свободными и счастливыми. А о вас они будут вспоминать, как о страшном сне в своей жизни, который им приснился однажды и исчез навсегда. Слава Украине! Героям слава! Вечная память погибшим.